В первой части видео мы остановились, где мы набирали петли вокруг мыска. Вот мы набрали петли, и следующий ряд будем вязать узелки. Кто не знает, как вяжутся узелки, можно посмотреть в интернете, можно посмотреть у меня. Значит, один ряд мы провяжем узелки. Одну петельку набрала, вытянула, одну накид, еще одну вытянула. Получилось, мы из одной петли сделали 3. Одну снимаю не провязанной. Одну вытянула, одну накинула, еще одну петельку вытянула, одну сняла не провязанной. И так до конца ряда. Так, одну сняли. Раз, два, три. Последняя, предпоследняя снятая. Последнюю провяжу. Переворачиваем. Первую сняла. Снятую не провязанную опять я снимаю. 3 петли провязываю вместе лицевой. Снятую сняла. 3 вместе лицевой. Нить идет впереди. И так дойдем до конца ряда. Больше розовым по подошве ничего вязать не буду. По мыску, то есть. Дальше буду вязать все основным цветом. И 3 вместе. Да что ж такое? Так вот. Все, одну сняли. Вот так вот. Вяжем до конца ряда. Три вместе. Одну сняли. Потом что я сделаю? Довяжу узелки до конца ряда. Потом провяжу вот чуть больше сантиметра все рядочки лицевыми платочной вязкой. Да, я так забежала немножечко наперед. Давайте сейчас закончим узелки, я к вам вернусь. Я закончила один ряд узелками. Следующие полных 4 ряда провязала лицевой платочной вязкой, все лицевыми. У меня получилось нечетное количество петель. Теперь перейду вязать, буду подошву. Тоже буду вязать ее всю платочной вязкой. Выберем средние, я выбрала 13 петель. У меня получилось нечетное число, поэтому 13. Вы смотрите опять же по своему размеру. У кого может быть 9, у кого 12. Значит, здесь я нитку не обрезала. Я ее оставила вот так. Буду подвязывать, когда буду закрывать. Теперь вяжу подошву. Первый ряд провязала лицевыми. В первом ряду крайние 2 петельки закрою по 2 изнаночной.
А со второго ряда начну расширять подошву. Так, все вяжу лицевыми. Буду расширять подошву. Сколько я набрала? 25 петель. Так как у меня мысок не сильно широкий, бортики я сделала маленькие, они у меня по сантиметру всего лишь. Поэтому низ я расширила до 25. У меня получился размер какой? Я уже говорила, 38-39. Так, последние 2 петельки провяжу лицевой. Переворачиваем. Не нравится мне вязать этим темным цветом, но пришлось. Больше темный цвет вязать не буду. Плохо мне видно. Буду, но только не для видео. Так, следующий ряд. Опять вяжем все лицевыми. И последнюю петельку буду делать добавку. С запасной спицы одну петельку буду провязывать. Так, все лицевыми. Последняя тоже лицевой. Теперь добавляем одну из запасной спицы. Тоже ее провязала лицевой. Переворачиваем. Первую снимаем. Вот. Нить впереди. Подтянули. И до конца ряда вяжу все лицевыми. Последняя лицевой. Одну лицевой из запасной с боковой спицы сняла, нитку назад. Все. И так будем расширять нашу подошву. Подтянули здесь. Опять вяжу все лицевыми. Добавочную снимаю с боковой спицы. Расширим нужное количество, наберем нужное количество петель, а потом будем продолжать закрывать, как по методу пятки, по 2. Одну с этой спицы, одну с этой, будем закрывать 2 вместе изнаночной. Ну, я до туда дойду, к вам вернусь. Так. Дошли до последней петельки. Опять же ее, это у нас было набранное. Опять же ее провязываю лицевой. Добавочную лицевой беру с этой спицы. Ну, опять же можете добавлять так, как кому удобно. Кто какой свой способ знает. Я вот в этот раз так решила добавлять. Все, дальше вяжем. Опять идем до конца ряда лицевыми. Да что ж такое? Вяжем до конца ряда лицевыми. Все. Последнюю тоже лицевой. Сняли добавочную. Перевернули.
И опять все вяжем лицевыми. Расширяем так подошву до нужного количества, до нужной ширины. Примеряйте. Ну вот впереди у меня было 26, и подошву я расширила 25. Кому, может быть, чуть побольше будет, кому поменьше, у кого какая ширина ниток, плотность вязания, это тоже большую роль играет, поэтому методом примерки я вот по своему метражу 240-250 метров у меня в нитках в 100 граммах. Примерила все. Ой, последняя лицевой заговорилась. Еще одна лицевой. Все, перевернули. И продолжаем. Все лицевыми. Понятно, да? Давайте расширим подошву, я к вам вернусь. Закончила делать прибавки по подошве. И дальше продолжаю вязать, закрывая по 2 петельки с каждой боковой стороны. С лицевой я буду закрывать изнаночной, а с изнаночной стороны буду закрывать лицевой. Так. Вот последняя петелька и одна петелька с боковой стороны. Провяжу их 2 вместе, изнаночная. Дальше до конца все вяжем лицевыми. И последние 2 петельки провяжем вместе лицевой. Заходим до конца ряда. Так, последняя петелька с петелькой со спицы вместе провязываю лицевой. Так закроем весь мысок, пока не закончатся вот эти вот петельки с боковой стороны. Так, теперь что дальше? Продолжаем вязать все лицевыми, боковушки закрываем. Все, продолжаем, довязываем подошву. Понятно, да? Закроем все петли, я к вам вернусь. Закончила я вязать мысок. Теперь набираем петли с боковой стороны. Значит, в зависимости от размера 52, 53, до 55 петель. Вот, 55 петель, это, конечно, на 40-41 размер будет. Но, опять же, от толщины вашей нити, от номера спиц, значит, набираем петельки. Я с боковой стороны наберу 14 петель. Здесь мы петли не закрывали, поэтому вот под каждую дужку вот так вот буду вводить. Так, раз. Два. 3, 4. Так, теперь, значит, вот эту вот половинку до подошвы я провяжу изнаночными петлями. Что такое? Подошву провяжу лицевыми, так как я ее всю вязала лицевыми. Потом опять наберу петли
И обратный ряд по изнанке я вернусь лицевыми. А дальше узорчиком буду вязать. Сейчас вяжем лицевыми, изнаночными. Угу. Так, довязываем изнаночными, провяжем подошву и начнем набирать петли также с обратной стороны. Так, теперь подошва я закончила изнаночным рядом. Теперь у меня лицевой. Вяжем подошву лицевыми. Провязали подошву лицевыми. Теперь точно так же набираем с этой стороны боковушечку, вот эту вот, где у нас была платочка, под 2 дужки вытягиваем петельку. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последняя. Все, разворачиваем вязание и обратно вяжем все лицевыми. Первую петельку сниму. Все, набрали петли. До конца ряда идем лицевыми. Вяжем лицевыми. Так, теперь дальше я буду вязать вот таким вот узорчиком. Вы можете продолжить платочной вязкой, как хотите. Можете тоже так же связать. Он получился вот, уплотнила, можно сказать, этот тапочек, потому что двойная ниточка получилась. Ну, хорошо сидит, в меру растягивается. Поэтому так, простенький такой. Значит, что делаю дальше? Можно один цвет вставить, можно несколько цветов вставить, можно остатки использовать для этого дела. Значит, первую сняла. Первую петельку провязала лицевой. Одну сняла. Одна лицевой. Одну сняла. Все, так идем до конца ряда. Одна лицевая, одну сняла. Светло-розовая лицевая, одну сняла. Лицевая, одну сняли. Светло-розовая лицевая. Основной цвет снимаю. Все, так вяжем до конца ряда. Изнаночная сторона. Первый ряд провязали. Первую сняла. Теперь провязанная петля, мы ее будем провязывать лицевой. Ниточку переводим назад,
снятую петлю снимаем. Ниточку вперед, за работу. Провязанную розовую провязываем лицевой. Нить перевели, снятую петлю пересняли. И так до конца ряда. Провязали лицевой, провязанную петлю, снятую сняли. Лицевой, снятую снимаем. Лицевой, снятую снимаем. Все, вот и весь рисунок. Лицевой, снятую сняли. Вот такие точечки у нас будут получаться. Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд провяжем все основным цветом, все лицевыми. По лицевой стороне провяжем все лицевыми. По изнаночной стороне провяжем все изнаночными. Вяжем все лицевыми. Понятно, да? До конца ряда идем все лицевыми. Так, по лицевой стороне мы провязали все лицевыми. По изнаночной вяжем все изнаночными. Довязываем ряд до конца. Теперь можно продолжать таким же цветом. Я вставлю еще один, применю еще один розовый, темно-розовый. В шахматном порядке сейчас будем менять. Так, что у нас теперь? Первую теперь снимаем, а между ними провязываю. Сняли, провязали одну лицевой. Одну сняли, одну лицевой. Точно так же все, идем до конца ряда. Сняли, одна петля лицевой. Сняли, одна лицевой. Сняли, одна лицевой, сняли. И обратно же вернемся, обратный ряд, как мы вязали первый. Снятые петли будем снимать. Розовые провязанные будем провязывать лицевыми. Между ними будем провязывать по одному ряду лицевой и изнаночной. Теперь провяжем нужную длину до пятки. Значит, сколько у меня получилось сейчас? Это у меня 38-39, я сказала, да? Ага, сейчас 24,5. Вот он еще подтягивается, так что 38-39 спокойно. А там еще подтянуть. Так, мысочек. Мысочек у меня 12 почти. 11,5. Это я вам так в сантиметрах приблизительно, кто первый раз, поэтому, чтобы ориентироваться. Да, 24,5. А сам вот этот вот, сколько? Ну, 10. Как-то так вот. Значит, что мы теперь делаем дальше? Продолжаем вязать наше полотно. Дойдем до пяточки. Я к вам вернусь. Будем вязать пяточку. Все ясно, да? Одну розовую провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Все, идем дальше. Вяжем. Так, провязали нужную длину подошвы. Теперь последние два ряда я провязала основным цветом. Закрывать пятку я буду с изнаночной стороны первый ряд.
Здесь у меня 2 ряда получилось, а здесь 3. Почему? Здесь, когда мы набирали петли, с одной стороны на 1 ряд получилось больше, вот этот вот кусочек. Поэтому, чтобы это уравнять, я закрываю с изнаночной стороны здесь. Средние 14 петель я взяла. Вы смотрите, опять же, по своему размеру. 14, 15, 16. Кому какая ширина подойдет. Закрывать буду платочной вязкой, вязать пяточку. Закрывать буду по 2 петельки. С изнаночной стороны закрываю лицевой. Вяжем на средних 14 петлях. Все петли лицевыми. С изнаночной стороны по 2 закрываю лицевой. С лицевой стороны буду закрывать изнаночной. Все, пятка обычная, прямоугольная. Она лучше всех, как по мне, сидит в тапочках. Так, довязываем. Последняя петелька. Провязываем 2 вместе изнаночные. Ой, 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 убежали. Две вместе изнаночные. Все, перевернули. И так вяжем до конца, пока не закроем все петли с боковой спицы. Первую снимаю, все лицевыми. Последняя петелька. С петелькой с боковой спицы провязываем вместе лицевой. Все, вяжем до конца, закрываем пятку, закрываем петли. Значит, заканчиваем наш тапочек. Обвязку можете сделать крючком. Можете сделать вот такую же тоже беечку. Я ее в этом видео показывать не буду. Она практически была у меня в каждом видео. В предыдущих видео можете в конце видео 2 минутки посмотреть, как я ее вяжу. По тапочку набираю петли, провязываю 3 сантиметра, перегибаю и подвязываю. Вот так вот. Так что в остальных видео эта беечка есть. Ну вот, на этом сегодня все. Всем легких петелек. До новых встреч!